Чтобы заставить декабрист зацвести, необходимо создать оптимальные для этого условия. Давайте разберем, какие именно. Условия для цветения декабриста. Первое. Декабристу не требуется слишком много света. Достаточно 8 часов светового дня. Поэтому, если нужно, переместите растение в затененное место. Оптимальным будет восточное окно. Второе. Для формирования почек необходимо снизить температуру содержания. Прохлада, около 12-14 градусов тепла, заставит растение образовать бутоны. Как только бутоны появятся, верните цветок на обычное место. И учтите, что для цветения зигокактуса температура должна быть в пределах 15-20 градусов. При этом избегайте сквозняков, так как декабрист их не любит. Третье. Сократите полив. С сентября по декабрь можно поливать шлюмбергера дважды в месяц, а иногда даже ограничиться только опрыскиванием. Четвертое. Выберите удобный горшок. В слишком просторной емкости растение будет наращивать корневую систему, а в слишком тесной не сможет нормально развиваться. Чем подкармливать и поливать, чтобы декабрист зацвел? Правильный полив является важной частью ухода за цветущим декабристом. Перед началом цветения поливайте его раз в 2 недели в течение нескольких месяцев. Подкормки в осенне-зимний период должны быть калийно-фосфорными. Исключите внесение азота, так как это может стимулировать рост побегов и замедлить появление цветков. В качестве удобрения можно использовать готовые минеральные препараты, такие как сульфат калия, калийная соль, суперфосфат, монофосфат калия, но также можно приготовить удобрение самостоятельно. Шлюмбергера положительно реагирует на подкормку зольным раствором. 1 столовая ложка древесной золы на пол-литра воды и сладкая вода, 1 столовая ложка сахарного песка на 1 литр воды. Пошаговая инструкция по стимулированию декабриста зацвести. Алгоритм, как заставить декабриста цвести. Первое. Уберите от солнца. Освещение должно быть рассеянным и непродолжительным. Второе. Поставьте в холод, чтобы появились бутоны. Понизьте температуру до 13 градусов тепла. Третье. Как только декабрист начнет цвести, повысьте температуру, но не выше 20 градусов. Четвертое. Сократите полив. Поливайте по чуть-чуть, не чаще 2 раз в месяц. При необходимости опрыскивайте побеги. Пятое. Почву подкармливайте аккуратно, только калийными и фосфорными удобрениями. Шестое. Не трогайте цветок, как только появятся бутоны. Оставьте декабриста в покое. Седьмое. Можно обрезать часть цветков, оставить не больше 6 завязей за 1 побег, чтобы растение не истощалось. Но это, конечно же, по вашему желанию. Восьмое. Обрывайте побеги после того, как декабрист отцветет. Это способствует цветению в будущем сезоне. Оторванные сегменты можно укоренить. Как заставить зацвести молодой цветок? Часто ошибочно считается, что молодые декабристы не цветут. Однако это не так. Конечно, их соцветия не такие яркие и пышные, как у взрослых растений, но они все равно способны формировать бутоны. Для этого им необходимы определенные условия выращивания, о которых упомянуто уже выше. То есть короткий световой день, низкая температура, ограниченный полив и подкормка калием и фосфором. Для молодого зигокактуса важно, чтобы горшок был небольшим. Не стоит ожидать бутонов от растения, посаженного в широкую и глубокую емкость. Как стимулировать цветение у старого декабриста? Чтобы заставить старое растение цвести, его необходимо омолодить, оборвать крайние сегменты и при необходимости провести пересадку. Свежий субстрат содержит полезные минеральные вещества, необходимые растению. Также для старых зигокактусов в воду, которой опрыскивают цветок, добавляют небольшое количество минеральных удобрений, что способствует росту новых зеленых сегментов и образованию бутонов. Стимулировать цветение или нет? Некоторые могут сказать, что если декабрист не цветет, то и нет смысла мучить его. Однако каждое растение должно проходить полный цикл вегетации для своего здоровья. Если ваш декабрист не может или не хочет цвести самостоятельно, его следует стимулировать. Кроме того, цветение шлюмбергера украсит ваш дом в новогодние праздники. Частые ошибки.
Освещение. Слишком темно или наоборот слишком светло негативно сказывается на цветении. Разместите горшок с декабристом на восточной или западной стороне. Подкормки и полив. Декабристам необходимы калий и фосфор для образования бутонов, а избыток влаги приводит к грибковым заболеваниям. Вредители. Борьба с насекомыми, такими как паутинный клещ, очень важна. Используйте инсектициды для их уничтожения. Неправильный горшок. При пересадке выбирайте емкость чуть больше текущей. В слишком большом горшке растение сначала развивает корневую систему, а затем уже зеленую массу и бутоны. Перемещение горшка. Избегайте частого перемещения растения. Выбирайте оптимальное место и перемещайте только в период покоя. Высокая температура. Поддерживайте температуру не выше 20 градусов. Закладывание бутонов происходит при пониженной температуре. Отсутствие периода покоя. Осень – это время, когда цветок готовится к будущему цветению. Создайте подходящие условия, чтобы декабрист смог отдохнуть. Ответы на некоторые вопросы. Через сколько начнется цветение декабриста? Это произойдет примерно через 50 дней после выхода из состояния покоя, конечно же при условии, что все условия содержания были соблюдены. Как продлить цветение декабриста? Для этого нужно избегать подъемов температуры выше 20 градусов. Когда цветет зигокактус? В естественных условиях это происходит с октября по март. В домашних цветоводы стремятся достичь цветения ко времени Нового года. Как часто поливать декабрист? Это нужно делать не чаще 2 раз в месяц для того, чтобы избежать гниения корней.